Друзья, всем огромный привет из Мексики! Сейчас мы находимся в штате Оахака и сегодня совершим прогулку по Тихоокеанскому побережью. Сначала мы вам покажем пляж Зиполиты и расскажем, чем он знаменит. Полюбуемся красотами пляжа Elephant Beach. Искупаемся на пляже Масунда. И доберемся до обзорной площадки Пунта Комета. Смотрите этот выпуск до самого конца. Сейчас мы находимся в курортном городке, который называется Зиполите. Сюда мы приехали из штата Чиапас. Примерно 9 часов дороги на машине. И мы оказались на берегу Тихого океана. Пляж Зиполите, помимо красивых видов, больших волн, еще имеет свои особенности, о которых мы не догадывались. Томочка умеет подбирать маршрут, и мы оказались с вами на самом большом нудистском мексиканском пляже. Причем, знаете, когда я выбирала отель, думаю, почему же они такие дорогие? А, видимо, из-за вот этой вот особенности они чуть дороже обычного. Поэтому полностью обзор пляжа мы вам сделать не можем по этическим соображениям, но что-то покажем. Я понимаю, что комплексы живут в нашей голове, но мы с Кириллом вообще впервые в жизни оказались на таком нудистском пляже и чувствуем себя здесь достаточно неловко, хотя пляж реально бомбический, такие горы красивые, большие волны, все, что мы любим. На этом пляже очень много ресторанчиков и много отелей, но, кстати, многие отели без кондиционера, потому что здесь, видимо, на электричество какие-то особые расценки. Я знаю, что вообще в целом здесь часто отключают электричество. Но при этом, например, в нашем отеле отлично работает Wi-Fi. И интернет тоже в этом районе ловит очень хорошо. Сейчас немножко прогуляюсь, покажу вам, что здесь есть. Вот, например, различные бары, где есть счастливые часы. И, кстати, еще знаете что? Я сейчас иду, и песок очень горячий. В Канкуне песок был более, знаете, мелкий, как мука, а здесь песок желтоватого оттенка, и он жутко горячий. Здесь можно посмотреть, как выглядят местные отели, гестхаусы. Также очень многие бронируют здесь небольшие апартаменты на длительный срок. Когда мы сюда вообще собирались, я слышала о том, что здесь очень много хипстеров. И вот мы вчера вечером, после того, как приехали, немножко погуляли и в этом убедились. Еще на этом пляже часто проходят вечеринки, причем они могут продолжаться и до 2, и до 3 утра, поэтому если вы едете на пляж за спокойным отдыхом, то имейте в виду, что это не совсем так. Что-то пойдет не по вашим планам, но те, кто любит тусовки, мне кажется, это как раз вот идеальная атмосфера, идеальное место для этого. В основном все, кто сюда приходит, берут с собой свои парео, а лежаки принадлежат либо кафешкам, либо определенным отелям. Несмотря на красные флаги и присутствие на моем теле лишних элементов одежды в виде плавок, я все же решил искупаться. Надо сказать, что песочек здесь очень мягкий, но он по цвету либо темно-желтый, либо скорее даже ближе к черному уже. Но вход в воду приятный. Но большие волны не позволяют, конечно же, здесь полноценно насладиться этим океаном, поплавать. Но все равно местечко классное, интересное. На этом пляже есть еще одна особенность. Помимо того, что этот пляж считается нудистским, здесь еще есть разнообразные флаги. Вот есть красные флаги, которые предупреждают вас об опасности купаться. А есть радужные флаги, как, например, на нашем отеле, который я вам покажу, куда мы с вами заселились. Он находится прямо на самой первой береговой линии, буквально в 20 метрах от океана.
Давайте вместе прогуляемся, позавтракаем, а дальше продолжим путешествие по Тихоокеанскому побережью. Небольшое уютное местечко, где можно также перекусить. Есть различные локации, вот как качели, где находится Тома. Также и лежачки удобные. Еще из особенностей в этом месте располагается небольшая сцена, на которой проходит шоу-программы по вечерам. Мы сюда приехали вчера вечером, уже готовились ко сну, но не тут-то было. Играла громко музыка, была какая-то шоу-программа. Если сегодня она опять будет, то мы, конечно же, ее подснимем и вам кусочек покажем. Сейчас мы заходим в основную зону отеля. Здесь зона кафе, потом чуть дальше располагается умывальник, душ, туалет. Получается общий на все номера. Сейчас давайте поднимемся наверх, я покажу вам нашу комнату. Поднимаемся на второй этаж по разноцветной деревянной лестнице. Со второго этажа тоже открываются шикарные виды на Тихий океан, пальмы. Теперь давайте покажу вам нашу комнату. Она сделана в виде бунгало. Крыша из дерева, листьев, различных палок. Вот так выглядит сама комната. Есть большая кровать. Естественно, удобные полотенчики здесь же. Зеркало мы видим одно, зеркало второе. И окошечко, из которого открывается вид на пляж и на океан. Помимо кровати, здесь также есть прикроватные столики. Есть большой полноценный стол. Есть светильник, вентилятор. Это вместо кондиционера, которого здесь нет. Также можно на вешалочку повесить свои вещи. И небольшое кресло. Несмотря на отсутствие некоторых удобств, таких как кондиционер или горячая вода, в этом бунгало есть, конечно же, и свои преимущества. Например, то, что вы будете засыпать под шум волн Тихого океана. Кстати, я сказал, что душ и туалет общий на все номера, но номеров здесь всего лишь 2. Они оба располагаются на втором этаже. А еще касательно душа, то горячей воды там нет, но здесь настолько жарко, что вода, видимо, успевает прогреваться, и когда вы моетесь, совершенно нет ощущения, что вы моетесь под холодной водой. Мы спустились, чтобы позавтракать. Сначала нам принесли фруктовую тарелку и жареные тосты. Мы с ними быстро справились, а теперь будем есть наше главное блюдо. У меня это огромная тарелка чилакили с жареными яйцами, а у Кирилла омлет с ветчиной и шпинатом. Сейчас мы вышли из отеля и отправляемся на автомобиле смотреть следующий красивый пляж, который называется Elephant Beach. Проехали мы буквально 5 километров до соседней деревушки, которая называется Сан-Агустиньо. И здесь располагается очень красивый пляж Elephant Beach. Также красивый океан с большими волнами. Здесь уже мы даже видим серферов. Сейчас мы хотим с комфортом расположиться в ближайшей кафешке, заказать какой-то напиток. И потом пойдем купаться, делать красивые фотографии и, конечно же, летать с дрона. В последнее время я подсела на коктейль, который называется Мичуац. Попробовала Кирилла, и мне безумно понравилось. Основные ингредиенты этого коктейля – пиво, фрукты, видимо, какой-то даже сок туда идет,
перчик и соль. Получается очень вкусно. Мичеладос бывает разных вкусов. В данном случае это тамарин. Очень часто еще используют манго, либо с томатом. Стоимость такого коктейля здесь на пляже 70 песо. Получается, с одной стороны бухта и с другой. Также мы видим табличку, которая гласит о том, что такие делишки, как на прошлом пляже, здесь не пройдут. Здесь, можно сказать, пляж разделен на две части. С одной стороны, получается, у нас здесь океан, и с другой стороны тоже. Причем с одной стороны волн поменьше вот здесь, с другой стороны они прям большие. Поэтому большинство купающихся находится на той стороне, где нет волн. Сейчас я иду по этой стороне. Для меня она более живописная, потому что это похоже на небольшую бухту, которую окружают скалы. Так это все выглядит. Очень много лодок экскурсионных, которые отвозят на снорклинг, чтобы посмотреть на дельфинов, на черепах. Мы в этот раз решили не пользоваться данной услугой, потому что уже очень много раз были на подобных экскурсиях и испытывали немного чувство разочарования, потому что обычно ты не видишь полностью дельфина, видишь какой-нибудь хвост. В этот раз даже я сказала Кириллу, что я не особо хочу, но может я, конечно, могу еще передумать, но пока нет. Пока хочется больше купаться и наслаждаться теми местами, в которых мы находимся. Водичка очень теплая, никаких водорослей нет. Ну и говорят, что в основном, если есть водоросли, то это уже со стороны Канкуна, Плая-дель-Кармен, там Мексиканский залив, а это все-таки океан. Поэтому вода может быть не такого красивого цвета, как в Канкуне, но зато виды здесь просто бомбические, очень красиво. Здесь находятся гестхаусы, отели, бунгало. Также некоторые останавливаются на длительный срок. В основном стоимость жилья на первой береговой линии начинается от 1500 песо. Это судя по букингу, я смотрела, но на вот этот момент, когда мы сейчас находимся в этом месте, все было абсолютно забронировано, потому что конец января, февраль, март здесь считается высоким сезоном, здесь комфортно, и погода теплая, и океан теплый, поэтому многие приезжают сюда отдыхать именно в это время. В основном все кафе находятся на другой стороне, там, где большие волны, там, где летают красиво пеликаны. Здесь мы сидели вот в той кафешке, пили мичеладос. Здесь тоже безумно красиво. Небольшие скалы из воды видно. Здесь также еще и занимается серфингом. Здесь можно взять уроки серфингом. По стоимости мы не узнавали, но я где-то читала, что они начинаются от $45 за час. Иногда здесь ходят уличные продавцы, предлагают украшения. Лежаки прямо у океана, это за отдельную плату. Можно разместиться поодаль, там, где были мы и пили коктейльчик. Когда берешь там коктейльчик, то можно занять это место бесплатно. И вот здесь вот уже большее количество и кафешек, и жилья. Но все равно пляж достаточно спокойный, не так много людей, естественно, не как в Канкуне. И даже не как на пляже Зиполиты, где мы сегодня начали свой день. Я, конечно, в полном восторге от волн. Даже не купаясь, мне очень нравится этот прекрасный вид. Несмотря на большие волны, все-таки хочу здесь искупаться. Конечно же, водичка может быть не такая лазурная, как на пляжах Карибского моря, но все равно здесь есть своя потрясающая атмосфера. Здесь мы видим даже серферов,
ребята пытаются поймать волну. И надо сказать, что очень часто здесь эти волны присутствуют. Вот сейчас небольшой штиль. Но я думаю, секунд через 30 огромные волны вновь накатят на эту бухту. Вот периодически такие волны здесь присутствуют. Все, дальше с камерой не пойду, отдам ее Томочке, а сам немножко поплаваю. Я просто еле сдерживаюсь, чтобы не искупаться, но я просто хочу красивые фотографии сделать на следующем пляже. Все, а если я здесь искупаюсь, то потом все, я вся намокну, у меня будут волосы мокрые, а мне хочется красивые фоточки. Как мы видим, с одной стороны этой бухты купаются больше такой семейный отдых, потому что волн поменьше. А с другой стороны серферы и любители больших волн. Вот я только что здесь искупался. На самом деле волны то есть, то нет. Водичка, надо сказать, очень чистая. Это, наверное, кажется, что она у берега такая серая. Это за счет песка, который здесь такого темного цвета. Еще надо отметить, что в отличие от Карибского побережья, здесь вода гораздо теплее. Возможно, это какая-то сезонность. Но здесь водичка прям показалась слишком теплой. Даже хотелось немножко попрохладнее. Всего лишь 5 минут езды на нашем автомобиле, и мы находимся на следующем пляже, который называется Масунте. Мы удобно припарковались. Парковка здесь, можно сказать, бесплатная, если вы возьмете какой-то напиток или что-то из еды в этом заведении. Но если вы не хотите останавливаться в кафе, вы можете просто оплатить парковку, которая стоит, здесь мы видели, 80 песо. Ну а так, смотрите, друзья, мы размещаемся на удобных креслицах под зонтиком. Бесплатная парковка. Просто возьмем еще один мичеладос сейчас, наверное, и проведем шикарное время на этом шикарном пляже. Прежде чем показать вам красивый океан и пляж, мы продолжим дегустацию мичеладоса. На этот раз взяли с томатом. Добавляем туда пиво. Ну и пробуем. Ух, необычный томатный вкус. С солью, с перцем и с пивом. Ну, кто не пробовал, рекомендую попробовать, друзья. Все так же восхитительно. Особенно здесь больше перчика чили и больше лайма чувствуется, да? Да, давай. Немножко короны. Давай. Блин, самое забавное, я чувствую запах пива, но когда я его пью, не чувствую. Ой. Что еще? Огромные волны, я не успела только зайти, волна меня просто захватывает. Да, на этом пляже волны не меньше, чем на предыдущем. Просто огромные. Нужно, конечно, быть аккуратными. Нужно понимать, как зайти в воду, чтобы не попасть под эту большую волну, которая здесь разбивается о берег. Ох ты, такая сила, такая мощь. Но мне пляж безумно нравится. С камерой, конечно, достаточно опасно заходить в воду. Хоть она и водонепроницаемая, но все равно.
Чтобы пройти большую волну, нужно сразу подальше зайти. Вода просто кайф, она чистая. Конечно, у нее нет такого лазурного цвета, как мы говорили ранее на пляжах Канкуна, но все равно пляжи замечательны. И вот именно эти пляжи мне напоминают пляжи Рио-де-Жанейро. Как раз горы, чистая вода, большие волны. Как мы любим. Фух. До пляжа Мирмихита добираться сложнее всего, особенно когда вы на автомобиле. Здесь не очень-то предназначены дороги для автомобилей, особенно когда сворачиваетесь с главной и немножко по кочкам приходится потрястись. Пока это самый черный песок из всех, которых мы видели на пляжах Мексики. Посмотрите. Практически вулканический. Теперь понятно, почему на этот пляж сложнее всего добраться, потому что он самый дикий, необустроенный. Здесь есть, наверное, несколько бунгало, но, пожалуй, и все. Также здесь огромные волны. Я думаю, на этом пляже, на Мирмихита, мы долго задерживаться не будем, потому что хотим еще найти обзорную площадку, которая недалеко находится от этого пляжа. Уехали мы не так далеко. Пытаемся найти обзорную площадку, которая располагается между двух пляжей. Вот сейчас запарковались и идем, гуляем пешочком. Приятная улица, приятная погода, солнышко потихоньку садится. Сейчас мы вышли на очень маленький пляж, который называется Ринконсито. И как раз здесь мы хотим с этого пляжа добраться до обзорной площадки, которая как называется? Пунта Комета. Пунта Комета. Вот такие вот незамысловатые названия. Поднимаемся все выше и выше по ступенькам. На самом деле обзоров мы не видели. И сейчас пытаемся найти этот маршрут на свой страх и риск. Вроде спросили у местных, сказали сюда. Но пока только лишь подъем, но по карте видим, что приближаемся. Все выше и выше. Ступеньки становятся все больше и больше. Фух, надеюсь, недолго нам подниматься. Так, сейчас поднялись на какую-то высоту. Здесь, видимо, уже придется платить за вход даже. Ну, если придется платить за вход, значит, нам обещают что-то интересное. Посмотрим, сколько. Стоимость прохода 10 песо, но здесь очень серьезно проверяют на наличие алкоголя. То есть нельзя подниматься наверх с алкоголем. Интересное правило. Возле карты этой обзорной площадки есть разветвление. Можно пойти, как нам объяснили, направо. Но здесь вид чуть похуже. А можно пройти еще подальше. То есть, вот вы видите, наверх. И там будет открываться уже более какой-то интересный вид, красивый. Да, здесь несколько обзорных площадок. Они все называются по-разному, но главное это именно Пунта Комета. Потрясающе красивое место на закате. Хоть мы еще не дошли до финальной точки, пока еще идем, движемся, но слева-справа уже шикарные виды. Открываются на пляжи, на которых мы с вами были, на океан. Сейчас мы дошли до самого конца. Впереди мы видим пляж, который называется Плая Комета.
Возможно, с этого пляжа можно также подняться на эту обзорную площадку. Виды просто потрясающие. Прощаемся на закате с Тихим океаном, но совсем ненадолго. Оставайтесь с нами, в следующих выпусках мы продолжим исследовать другие курорты штата Оахака. Оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Всем пока!